Приветствую вас на моем канале Тарт фламбе или фляме кюхи, что по-эльзасски означает пламенный пирог. Это блюдо, которое родилось на стыке двух кулинарных культур. Простой и сытной немецкой и изящной тонкой французской. Вообще, блюда, которые появились под влиянием разных кулинарных культур, всегда очень интересны. Возьмите ту же самую баскскую кухню или кухню Tex-Mex, или же, например, паназиатскую. Изобретение огненного пирога приписывают крестьянам местечко Кёхесберг на севере Эльзаса. И несмотря на то, что фляме кюхи по своей идеологии похож на итальянскую пиццу, никакой связи с Италией у него нет. Изначально его готовили в печах для выпечки хлеба из остатков теста. Тесто раскатывали очень тонким слоем, намазывали жирными сливками или сливки смешивали с творожным сыром и незатейливая начинка, репчатый лук и бекон. И ставили пирог в очень сильно разогретую хлебопечную печь буквально на 1-2 минуты до образования практически коричневой, чуть подгоревшей корочки. Собственно говоря, так его и готовят до сих пор. И надо сказать, что французское название тарт фламбе – это неправильный перевод, потому что этот пирог не фламбируют, то есть не поджигают, а просто запекают при высокой температуре до вот этой вот, как я сказал, коричневой, практически черной корочки. Понятно, что это блюдо очень старинное, и его корни уходят в средние века. А вот настоящую популярность оно обрело только в 60-е годы прошлого века, наряду с известными эльзасскими блюдами, такие как шукрут и беков. Кстати, оба у меня рецепты есть на канале. И сейчас фламкюхи – это визитная карточка региона Эльзас. В 1979 году была даже создана организация, которая называется «Братство фламкюхи» и призвана следить за соблюдением традиционных рецептов. В описании к ролику я дам ссылку на их сайт с очень простым названием. Но несмотря на все старания братства, как такового канонического рецепта этого пирога не существует. В каждой деревне каждая хозяйка готовит свой вариант. Где-то делают простое пресное тесто, где-то на дрожжах, кто-то замешивает на воде, а кто-то и на пиве даже. Но я думаю, что замес теста на пиве – это, конечно, больше маркетинговый ход каких-то аутентичных типа ресторанов, чтобы привлечь клиентов. Я проводил эксперименты, разницы между замесом на обычной теплой воде и пиве, практически никакого нет, то есть вообще никакого. Намазки, то есть то, чем мы покрываем пирог перед тем, как положить начинку, тоже различаются. Это может быть крем-фреш, о нем мы поговорим отдельно. Это могут быть жирные сливки, это может быть смесь крем-фреша с жирными сливками, или же крем-фреша с так называемым фромаж блан. Кстати, некоторые горе-переводчики с французского переводят фромаж блан как творог. Это не творог, это молодой сыр. Ну и, разумеется, начинок тоже может быть великое множество. От классической бекон или же сыровяленая или сырокопченая грудинка с репчатым луком до лосося, квашеной капусты, грибов, в общем, чего угодно. И существуют даже варианты десертные с фруктами. Я приготовлю более-менее классический вариант, ну и парочку фантазийных, но проверенных на гостях и на моем семействе. Начнем с теста. Как я уже говорил, его в Эльзасе готовят по-разному, начиная от самого простого вода, мука, до дрожжевого с пивом, ну и так далее. Но все-таки более традиционно большинство эльзасцев считают именно дрожжевой вариант. Ну и понятно, потому что изначально, как мы говорили, этот пирог делается на основе хлебного теста, то есть дрожжевого. И в процессе тестирования разных вариантов теста я пришел к оптимальному для меня варианту. Итак, мука. Самая обычная хлебопечная мука. В отличие от пиццы, где, вы знаете, очень высокие требования к специальной муке, то здесь мы берем любую самую обычную муку. У меня полкило муки, из этого расчета я все буду делать. Более того, к обычной пшеничной муке вы можете добавить ржаную или цельнозерновую. В принципе, все это допустимо, зависит от вашего вкуса.
Теплая вода. У меня где-то 250-260 миллилитров. То есть я буду делать тесто с гидратацией 55-60%. То есть не жесткое, не мягкое, нечто среднее. Но понятно, сколько мука возьмет, поэтому тут точно сказать никогда нельзя. Дрожжи сухие или живые. Ну, как вы знаете, если мы берем живые, то мы берем в 3 раза больше, чем сухие. Я беру обычно на глаз, так щепотку, но где-то граммов 5, наверное, на полкило муки. 50 мл растительного масла. Это не обязательный ингредиент, но с ним корочка получается более хрустящая. В Эльзасе используется в основном рапсовое масло, но рапсового у меня нет, поэтому я взял обычное подсолнечное рафинированное масло. Можно еще, как в тесто для пиццы, добавить немного сахара или меда, чтобы дрожжи просто лучше работали, но я этого делать не буду. Ну и, соответственно, соль 1% от веса теста, то есть где-то 8 граммов, то есть это чайная ложка. И замес самый простой. Муку в кювету, туда сразу сухие дрожжи, сухое с сухим, не надо их разводить ничем, просто размешать в муке и все. Теплая вода, масло. И, как обычно, соль в самом конце, чтобы соль напрямую с дрожжами не соприкасалась, поэтому как в пицце. И хорошо замешиваем. Ну вот, к рукам тесто не липнет, оно податливое, при этом, в общем, достаточно твердое. То есть среднее, то, что нам нужно. Пищевой пленкой. И, как положено, на час-полтора на расстойку. Но я буду делать по-другому, неправильно, потому что я считаю, что тесто получается значительно вкуснее, если оно ферментируется долго при низкой температуре, то есть низкотемпературное брожение, ну, то есть так, как делается неаполитанская пицца. Я понимаю, что это не пицца, но если есть время, то лучше поставить его в холодильник на ночь и на следующий день уже делать наш пирог. Поверьте, это значительно вкуснее. То есть это небо и земля. Совершенно получается другой вкус теста. Поэтому я в холодильник. И намазка. И как я уже говорил, традиционная эльзасская намазка на этот пирог — это 2/3 части крем-фреша и 1/3 фромаж блан. Ну, если с молодым творожным сыром или сливочным проблем ни в какой стране нет. У всех есть варианты этого сыра. В принципе, любой нам подойдет. Я вот взял вот какой-то вот сыр, ну, сливочный и сливочный. Тут никаких особых требований к нему нет. То с крем-фрешем, если вы не живете во Франции, могут быть проблемы. То есть есть страны, где он просто не существует. Например, у нас его найти практически невозможно. Сейчас вернусь. Претендент добросил поле боя, чтобы найти свой главный ингредиент. Крем-фреш. Крем-фреш. Где он? Да где же он? Его, конечно, можно заменить жирными сливками или хорошей сметаной, но все-таки крем-фреш — это классика. Так вот, что это за зверь и как с ним бороться, давайте разберемся. По сути дела, крем-фреш, или как он переводится с французского «свежие сливки» или «свежий крем», это ферментированная сметана, то есть ферментированные сливки, которые пастеризуются при температуре 70 градусов. При том, что существует два вида крем-фреша. Это жидкий крем-фреш и густой. Нас интересует, конечно, густой. Разница в технологии приготовления их в том, что, чтобы получить густой крем, к нему добавляются лактобактерии, и, соответственно, он ферментируется. А жидкий — это просто ферментированные сливки. И технологии производства густого крем-фреша и нашей сметаны во многом схожи. То есть это всегда преобразование лактозы в молочную кислоту при помощи тех или иных бактерий. И сметану, и крем-фреш производят из пастеризованного молока. Но за счет того, что используются разные бактерии и разные режимы ферментации и время, то, соответственно, получается два совершенно разных продукта. В моем телеграм-канале была большая дискуссия на тему крем-фреша. И спасибо знающим подписчикам,
которые подробно расписали все нюансы, написали названия бактерий, которые используются, технологические моменты. Честно говоря, я мало что понял, потому что все-таки для этого нужно быть технологом молочного производства, а я все-таки авиаинженер. Но и так из того, что я понял. И прежде всего, главное преимущество крем-фреша над сметаной – это его термостабильность за счет повышенной жирности и высокого уровня pH. То есть крем-фреш менее кислый, чем сметана. И его можно смело класть в готовящееся блюдо, делать на его базе готовые соусы, тогда как сметану мы обычно всегда, как вы знаете, добавляем в конце готовки, чтобы она не нагрелась и не расслоилась. Крем-фреш не расслаивается при нагревании. Ну и по вкусу они тоже различаются. У сметаны более насыщенный терпкий вкус, тогда как у крем-фреша более сливочный, и это позволяет его использовать, например, для приготовления кондитерских сладких разных кремов. И оказывается, что крем-фреш можно очень легко приготовить у себя на кухне. Для этого не нужно никакого специфического оборудования. Правда, честно говоря, я не очень понял, потому что эта технология не включает в себя пастеризацию, но, тем не менее, я провел эксперимент, и результат меня, в общем-то, порадовал, и на нем мы сейчас будем делать наш фламенкюхе. Мы просто берем жирные сливки, нагреваем их до температуры 35-40 градусов и добавляем туда пахту. Ну, пахты у меня нет, поэтому я взял и добавил кефир. На 250 мл нужно добавлять 2 ложки, как говорят на ютубе и в разных других рецептах. Я добавил 1, потому что все-таки я не хочу, чтобы мой продукт получился очень кислый. Все хорошо перемешиваем и оставляем на 24 часа при комнатной температуре. Потом опять перемешиваем, ставим в холодильник на ночь, еще раз перемешиваем, и вот у нас получается готовый продукт. Я протестировал его нагреванием, прокипятил, ничего не расслаивается. Но если вы начнете искать рецепты домашнего крем-фреша на ютубе или где-нибудь в интернете, то увидите довольно странные ролики, где крем-фреш делают из молока, добавляя туда сливочное или растительное масло, притом количество масла больше, чем количество молока. Все это хорошо перемешивают, то есть масло чуть-чуть подогревают, взбивают и говорят, что получается крем-фреш. Но тут, видимо, дело в том, что имеется в виду не французский крем-фреш как продукт, а крем-фреш, то есть свежий крем. Грубо говоря, мы таким образом восстанавливаем сливки. На самом деле это может быть действительно полезная штука, потому что если сливок у вас нет, а для крем-фреша нам нужны жирные сливки, то мы можем таким образом молоко пастеризованное смешать с маслом, взбить это дело, пастеризовать все это, добавить туда лактобактерии, ну или, как я говорил, пахту, и все это дело ферментировать при комнатной температуре. И я этот эксперимент тоже проводил. Это довольно долго, муторно, но все тоже получается. Так что вам на заметку. Ну, давайте вернемся к намазке. Итак, для своей намазки, для моего пирога, я возьму большую часть моего крем-фреша домашнего. Сливочный сыр, ну, чуть поменьше. Положено 1 к 3, но я побольше положу. Натру немножко мускатного ореха. Это традиционная эльзасская штука. Ну, то есть не сам мускатный орех, а то, что в намазку для этого пирога в Эльзасе кладут обязательно немножко мускатного ореха. Так. И я еще добавлю прованские травы. Можно добавить, например, листики свежего тимьяна, но прованские травы, там достаточно много тимьяна, а без тимьяна, как вы знаете, если смотрите мои ролики, я никуда, то тоже пойдет у нас в нашу намазку. Немного посолю, буквально чуть-чуть, потому что там у меня будет бекон, он соленый, тут с солью надо очень аккуратно. И черный перец. Ну, у меня, как всегда, не черный перец, а смесь перцев. Розовый, зеленый и черный. И теперь нам нужно все это очень хорошо вымесить, то есть смешать.
Я венчик возьму. Нам нужно все-таки получить достаточно однородную массу. Попробуем. Прям хорошо. И вот прованские травы вообще традиционно не кладутся. Ну и тимьян. Но мне кажется, он прям здесь прям как надо. И первый классический вариант фламенкюхи — это фламенкюхи с луком и грудинкой. Ну, у меня бекон. Тут уже, опять же, на ваш вкус. Я взял красный лук, ну, потому что он просто помягче будет. И тут есть один очень важный нюанс. Если вы будете смотреть рецепты в том же самом интернете, то вы увидите, что начинка предварительно обжаривается. То есть практически она готовая. И потом уже кладется на пирог. Я этого не делаю, потому что, во-первых, я это делаю в своей помпейской печи при температуре где-то 450 градусов, а во-вторых, я использую вот такую вот штуку, мандолину, и режу очень тонко, потому что если вы лук, ну и другие продукты, которые вы будете использовать, нарежете очень тонкими ломтиками, то будет достаточно времени, чтобы они приготовились. Вот такой вот лайфхак. Просто лишнюю работу не делать. Красный-красный, но жесткий. И теперь бекон. Просто полосками нарежу маленькими. Лучше, конечно, кубики взять какую-нибудь сыровяльную грудинку, но у нас она очень жирная, а здесь все-таки хорошо, чтобы было мясо. Теперь все очень просто. В отличие от пиццы, здесь никаких навыков иметь не нужно. Подпылю стол, отщипну кусочек теста. Ну, все зависит от того, какого размера у вас пирог. Я буду делать вот для такой вот лопаты, поэтому мне вот такой кусочек достаточно. И что тут важно? Тесто должно быть, точнее корж, как это называть, сам пирог, должен быть очень тонкий. То есть толщина вообще рекомендуется где-то 1 мм. Ну, получится, не получится, может быть 2 мм, не смертельно. Но обязательно очень тонкое тесто. Просто скалкой раскатаю все. У меня оно получилось больше, чем лопата, но ничего страшного. Я его обрежу. Так, лопатку тоже присыплю чуть-чуть. Сразу положу. Теперь наш крем тоже тонким слоем намазываем. Здесь аккуратность как раз совсем не нужна, потому что важно, чтобы это было, как говорят французы, рустик. То есть так, по-деревенски. И начинку тоже совершенно рандомно. И лук. Здесь как в пицце, много начинки очень не нужно. Все должно быть очень сбалансировано. И в печь. И сразу, предвосхищая ваш вопрос, естественно, можно этот пирог приготовить и в духовке. Но тут, конечно, будет не 1 минута, 2, как в печи, а минут 10. И если настоящую пиццу в духовке приготовить невозможно, то фламенкюхен прекрасно готовится в духовке. Ну, конечно, не такой аутентичный, но вполне себе вкусный и съедобный. Все, в печь. Следующий вариант будет уже не классический. Это будет слабосоленый лосось, картошка и каперсы. Вот такое вот странное, но, поверьте, потрясающе вкусное сочетание. Картошку маленькими кубиками. Понятно, что картошку нужно, конечно, брать вареную, потому что сырая точно не приготовится. Наш блин, я уже их подготовил. И все то же самое. Еще очень вкусный вариант – это тоже картошка с лисичками и луком. Но лисички сезон прошел, поэтому, к сожалению, не получится. Но в Телеграме у меня как раз есть картинки и рецепт. И еще один вариант, я считаю, что он очень гурманский, любимый всеми моими домочадцами. Это груша, голубой сыр, типа горгонзолы и мед. Но я сделаю половину груши, а половина инжир, потому что инжир здесь тоже замечательно. Тоже все мелко, тонко нужно нарезать. Тоже очень тонко грушу нарежу.
инжир мандарины никак не нарежешь, поэтому просто тоненькими полосочками. Чем удобна эта штука, что все делается ужасно быстро. И существует миллионы комбинаций. То есть прекрасная поляна для кулинарного творчества. Грушу выкладываю. Я половину выложу грушу, половину инжир. Ну, просто чтобы ваше время сэкономить. И инжир. Теперь сыр. Просто накидаю кусочки. Такой вот практически десертный вариант. Ну, конечно, не десертный, потому что с сыром. Но это классика. И вот такой вот вариант подачи, это правильно, потому что самое главное, что эту штуку едят руками, просто отламывают куски, и это отличная закуска под аперитив. И что еще замечательно, наделайте вот таких вот пирогов, подайте гостям в виде закуски под аперитив, и вы можете очень здорово сэкономить на основном блюде, потому что наесться этим очень просто и быстро. Несмотря на то, что здесь очень тонкое тесто, мало начинки, но эта штука ужасно сытная. И поверьте, ужасно вкусная. Давай, Моть, попробуй пирожок мой. Его можно просто ломать. Какой тебе нравится? Вот это с грушей, это с беконом, а это с рыбой. С рыбой ты не будешь. Бери вот этот вот с беконом. Ну-ка. Как тебе? Вкусно? Очень вкусно. Благодарю Мишу за приятный вкус. Ну а я, как всегда, буду благодарен вашим замечаниям, комментариям и особенно идеям. Всем приятного аппетита и до нового, надеюсь, вкусного.